находимся с вами в здании Третьяковской галереи на Крымском валу, где представлена очень интересная экспозиция отечественного искусства XX века. Мы с вами остановимся на творчестве одного из крупнейших художников XX века. Перед нами произведение Василия Кандинского, который является одним из крупнейших мастеров русского авангарда. Произведение, перед которым мы с вами остановились, композиция номер 7. И хотелось бы немного рассказать о творчестве этого художника и о том произведении, перед которым мы сейчас с вами остановились. Василий Кандинский создает это произведение в 1913 году. Конечно, это был долгий путь художника и непростая судьба. Василий Кандинский в область искусства пришел достаточно поздно, уже в возрасте 30 лет. Сначала это совершенно другая карьера, иной путь. Это судьба человека, который учился на правовом факультете Московского университета, но в 30 лет судьба Кандинского резко меняется. И было на то несколько причин, о которых пишет сам Кандинский, потому что наряду с его художественными произведениями очень интересны и книги, которые пишет Кандинский, его теоретические размышления. И он сам описывает так свою жизненную ситуацию. В возрасте 30 лет он побывал на выставке и увидел произведение Клода Модеста Агассена. Ему кажется, что предмет почти полностью исчезает в потоках света и цвета. Для него это было очень сильным впечатлением. Музыка Вагнера, которую он слушает в Большом театре. И еще Кандинский узнает о научном открытии, о делимости атома, и сам пишет такую фразу: «Теперь мне кажется, что камень может подняться в воздух и раствориться в нем». Выбор Кандинского был предопределен. Он решил стать художником. Кандинский уезжает в Мюнхен и поступает в школу славянского художника Антона Ашбе. Конечно, путь к абстракции был непростым. С чего начинает Кандинский? Он пишет пейзажи Мурнау, прекрасные озера и горы, и даже за ним, даже Кандинского его называют его сокурсники пейзажистом и колористом. Пейзаж и колорит – вот что главное в творчестве Кандинского. Кандинский создает вскоре произведения, которые уже носят совершенно иной характер. И сам он их делит на 3 основные группы. Это импрессия, впечатление от внешней природы, импровизация, впечатление от внутренней природы и более сложный тип импровизации, то, что мы сейчас называем композицией. Впечатление от внутренней природы, то есть это отражение эмоций, чувств, мыслей художника, которые находят воплощение в художественном произведении. Конечно, создание такого произведения – это труд нелегкий, и Кандинский проходит несколько этапов. Это и подготовительные эскизы, которые он создает, и другие композиции, которые предшествовали этому произведению. Уже к 1913 году будет создано это знаковое произведение в творчестве художника, композиция номер 7. Абстрактное произведение, но хотелось бы подчеркнуть, что Кандинского мы считаем родоначальником абстракции, потому что еще в 1910 году он создает первую абстрактную акварель, а уже к 1913 году будет написана знаменитая композиция номер 7. Мы с вами видим, как художник отказывается от изображения фигуративных элементов. Мы здесь не увидим ни человека, ни пейзажа, ни животных. Остается только мир абстрактных форм. Но, кажется, уходит, может быть, сначала зрителю кажется, уходит содержание, уходит изображение, но акцент, который делает художник, он иной. Это сложное размышление художника о пространстве, о цвете, о ритме. И, конечно, это еще, наверное, и особый образ, который Кандинский создает. Но когда мы смотрим с вами на это произведение, вы, наверное, со мной согласитесь, что произведение, которое трудно, наверное, будет повторить каждому из зрителей, потому что ни одна форма, ни одно пятно цветовое, ни одна линия Кандинского, она не повторяется. Этот мир, который как бы увлекает зрителя. Мы начинаем с вами рассматривать отдельные фрагменты произведения, и мы с вами видим, пусть меняются законы такого как бы привычного, может быть, нам построения
построение пространства картины, но нас как бы захватывает тот сложный мир, который создает Кандинский. Мы с вами здесь не найдем линии горизонта. Кандинский отказывается от изображения линии горизонта и передачи прямой перспективы, но пространство все равно кажется таким сложным. Мы с вами видим, как если мы будем смотреть, например, на отдельную какую-то деталь произведения, например, хотя бы на вот эту синюю стрелу, так обычно называют этот элемент в пространстве картины, то мы будем видеть, что по отношению к ней, например, отдельные элементы, как, например, желтый треугольник рядом, как будто вырывается в наше пространство зрителя, темные формы, наоборот, как будто удаляются от зрителя произведений. Кандинский прекрасно знает законы цвета. Мы их тоже с вами можем вспомнить. Теплые цвета имеют свойство приближаться к зрителю, холодные как будто чуть отстраняться. Тем самым возникает ощущение пространственности, когда мы смотрим это произведение. И еще, когда мы смотрим целиком композицию, то можно здесь заметить такую, в общем-то, форму треугольника внутри вот этого сложного мира абстрактных форм. Например, вы обратите внимание на вот этот, еще раз на эту синюю стрелу, внизу красный угол треугольника и вверху красно-оранжевый угол, который вы можете заметить. Внутри этого треугольника как будто сосредоточены основные формы, которые использует Кандинский. Причем сам Кандинский, у него особое отношение к геометрической форме. Например, треугольник – это форма особая для Кандинского. Он сам считал так, что треугольник – это олицетворение духовной жизни человека и человечества вообще. Когда-то в какой-то момент времени на вершине треугольника находится гений, все же остальное человечество следует за ним. Время меняется, и когда-то в той точке, где сейчас находится гений, те идеи, которые ему открыты, их может быть воспринят и другой человек, который может быть сначала, для которого может быть сначала чуть скрыты. Но Кандинский сам считает, что произведение – это не просто холст и масляная краска, это момент для него тоже очень важный. Каждое произведение отражает атмосферу времени. И мы вспомним, когда создается это произведение – 1913 год. Мир накануне Первой мировой войны. Серьезные изменения, которые будут происходить в мире. Поколение на определенном этапе как будто переживает апокалипсис истории. Но когда мы смотрим на это произведение, здесь нет ощущения такой трагедии крушения мира. Наоборот, Кандинский верит в более светлую перспективу созидания мира, сотворения его. И даже я иногда сравниваю, можно, наверное, сравнить композицию номер 7 с, может быть, первыми страницами Библии, с книгой «Бытия», когда еще не возникли ни природа, ни человек, ни животные, а только есть деление на свет и тьму, возникают только такие первые элементы, первые формы, и из них как будто творится новый мир. И мы, когда смотрим на это произведение, то мы видим, что преобладает светлая цветовая гамма. И Кандинский осмысляет цвет, осмысляет философски. Например, для него белое – это как возможность рождения, черное – как возможность смерти. Два полюса, которые существуют. Между ними широчайшая палитра красочного мира. И когда мы смотрим на композицию номер 7, кажется, что сейчас действительно вся эта палитра красочного мира разворачивается перед нами. Мир творится на наших глазах, мир, который создает художник. Больше светлых оттенков цвета, чем темных. И, наверное, для Кандинского существует вот это ощущение все-таки светлой перспективы, которая возможна для человека. Наверное, это еще может быть размышление Кандинского и о макрокосме, и о микрокосме, может быть, и о Вселенной, может быть, размышление о человеке. Не случайно эти теории возникают. Почему? Потому что это общеинтеллектуальный фон эпохи. Мы вспомним, что начало века – это развитие науки, а 20 век связан с именами учеными Планка, Эйнштейна. Это время, когда возникают теории космизма Циолковского и Вернадского. Для Кандинского это общеинтеллектуальный фон эпохи. Поэтому мы с вами можем, конечно, размышлять о том, что в космос человек полетит гораздо позже, но это размышление о макрокосмосе, оно есть в этой работе Кандинского. Как будто художник раскрывает для нас, может быть, границы нашего познания, что потом сделает наука и что осмысляет современная философия. Но еще хотелось бы подчеркнуть, что сам Кандинский считал, что в любом произведении находят отражение эмоций и мысли художника, и они, в свою очередь, действуют на душу зрителя. Этот момент тоже очень важный, потому что мы с вами, как зрители, мы как будто включаемся непосредственно в процесс созерцания
полотна. И я иногда сравниваю, наверное, впечатление от абстрактного искусства можно сравнить с впечатлением от симфонического оркестра. Когда мы с вами слушаем симфоническую музыку, то ничего, в общем-то, конкретного мы с вами не представляем. Мы не слышим ни пения птиц, ни шума дождя, но звуки производят на нас очень сильное эмоциональное впечатление, влияние. Тоже есть впечатление, конечно, от абстрактной живописи Кандинского. И Кандинский сам считает, что картина, она тоже меняет общую духовную атмосферу эпохи. Тем самым для художника создание произведения – это тоже момент очень важный. В свою очередь, искусство, оно как будто может менять тот мир, в котором существует человек. И еще, наверное, интересная теория Кандинского. Не случайно я привела такие сравнения с музыкой, с симфоническим оркестром, потому что сам Кандинский, он сравнивал цвет со звуком. Эта теория была ему близка. И, например, можно вспомнить слова Кандинского, когда он пишет, что желтый, например, звучит как звук высокой трубы, голубой похож на флейту, синий на виолончель. Если синий приобретает очень глубокий оттенок, то можно его сравнить со звуками органа. Тем самым перед нами кажется такая цветовая симфония, которую создает Кандинский. Даже можно немного перефразировать название произведения и сказать «седьмая композиция», как «седьмая симфония». Наверное, еще это произведение – это и размышления Кандинского и о человеке, потому что теоретически Кандинский осмысливает влияние цвета на эмоциональную сторону человека. Мы с вами сейчас об этом все хорошо знаем. Мы, например, знаем, что зеленый цвет, например, нас успокаивает, а красный, наоборот, возбуждает. И когда мы смотрим на эту цветовую симфонию Кандинского, то совершенно разные эмоции возникают в душе зрителя, который воспринимает это произведение. Но если мы с вами рассматриваем композицию, то мы видим здесь все-таки некий центр, из которого как будто возникает вот этот сложнейший мир форм и линий, которые использует Кандинский. Но причем, если мы, может быть, будем смотреть только на этот фрагмент композиции, то, наверное, можно сопоставить эту форму абстрактную. Может быть, она будет немножко напоминать нам клетку животного либо растения. То есть вот это размышление о микромире, которое тоже было в сознании Кандинского. Но, может быть, вот эти размышления о законах микромира, это будет свойственно Кандинскому в более поздний период его творчества. Может быть, какие-то идеи уже заложены в композиции номер 7. В настоящий момент имя Василия Кандинского имеет мировую известность, и, в общем-то, нашей отечественной публике уже интересен опыт авангарда, поэтому многие стремятся попасть в зал Третьяковской галереи, увидеть композицию номер 7 как такой знаковый шедевр в творчестве Василия Васильевича Кандинского.